что, друзья, я уже в самолете. Блин, брови мне мои не нравятся вообще. Не знаю, будут ли у меня соседи. Я сижу у прохода. С одной стороны, это хорошо. Первое, выходить буду. Вот. Лететь мне до Анталии час 10. Лететь до Анталии час 10. Потом надо будет получить багаж, потому что у меня разные авиакомпании. После того, как получу багаж, сразу постараюсь пройти все эти паспортно-проверочные контроли. Вот, а потом в бизнес-зал пойду. Постараюсь, не знаю, какой здесь будет бизнес-зал, в Анталии никогда не были. Постараюсь, если будет такая возможность, снять для вас мукбанг. Какие у меня дела. 15 лет я не летала на самолете одна, а уж тем более с пересадкой. Вот, это мой первый опыт. Я летала из Ташкента в Москву одна, вот, но там самолет села и прилетела, все, меня там уже встречали в Москве. А так, чтобы с пересадкой сейчас у меня, получается, в Анталии будет пересадка, такие дела. Ну что, мы полетели. Нам рассказывают, как правильно пристегивать ремни. Will make the strips on the floor direct you to this exit. In the case of an emergency, the aircraft will be evacuated. During an emergency evacuation, we will handle each one once. If there is a loss of cabin pressure, oxygen mask will put on your own mask for helping children or others. Уже готовы к взлету. Прям ровно, минуту в минуту. Я даже удивилась. Это хорошо. Все идет по плану. Чай, напитки, сладости. И сода. Сода. Бесплатно ничего не предусмотрено. Вот. А можно купить. Цены приемлемые. Слушайте, друзья, мы приземлились даже раньше времени. В 9:45 должны были приземлиться, сейчас 9:29. Так что можно включать интернет и пользоваться. Все хорошо, я в Анталии. Ну что, друзья, я в Анталии. В Анталии аэропорт побольше, поэтому везут нас на автобусе. Загружаемся. Выбрала себе крутое местечко. Сидячих уже нет, конечно, но я могу поставить сумку на полочку, что очень-очень удобно. Вот, водителя пока нет. Пустая кабина. А вот теперь меня тут сзади пинают на этот. Об рюкзак люди обтираются. Народ наполняется. Все хорошо. Мы уже поехали. Куча самолетов. Все они... Turkish Airlines, SunExpress. В основном SunExpress стоят. Блок. Технический блок какой-то. Сейчас надо будет получить багаж, а потом искать... Упс. Вон он, Анталия. Терминал 2. А нас куда привезут? Короче, в Анталии достаточно большой аэропорт. От одного терминала до другого пешком не дойти. Только на такси. Вот. Но папа Рай сказал, что меня привезут туда, откуда я смогу дойти пешком до своего терминала. Вот.
Посмотрим сейчас. Багаж получу, буду искать. Итак, мы приехали. Ужгельденис. Welcome. Упс. Так, куда идем-то мы? Domestic трансфер. Багаж. Короче, куда-то идем. Мы вчера проверяли на 303 ленте вроде как. Наш багаж должен быть. Вот 303. Первая лента. Так, что здесь пишут? Истамбул. Нет, не то. Выход 302, 303. Вроде мне туда. Но багаж еще не привезли, самолет только-только приземлился. Вы знаете, все так достаточно... вот Адана. Сан-Экспресс. Вот здесь будет багаж наш. Я возьму, пожалуй, тележку, чтобы не носить все это на руках. Вот эту. Опс. Так. И буду ждать багаж. Потом мне надо будет искать международные акулы тут какие-то. Вот это, короче, аэропорт Анталия. Адана. Сан-Экспресс. Что-то я не помню, какой у меня рейс, но вроде как других из Аданы здесь нет. Все, стою здесь, короче. 302 лента. Слушайте, ну что я вам могу сказать? Смотрите, как удобно сделано все для людей. Короче, чтобы соблюдали дистанцию. Вот у каждого свое пространство. Я стою в своей ячейке со своей тележкой. Вот. А на ту сторону люди не хотят идти, стоят вторым слоем сзади нас. Ну, да, пусть стоят, короче. Вот, все предусмотрено для людей. Лютфен, маски, куланным. Пожалуйста, одевайте маску. Please use mask. По-турецки и по-английски написано. У кого-то ремни отвалились. Поехала наша лента. Жду свою сумочку. Пока не вижу. Короче, вышла я из зоны получения багажа. Там уже улица, мне туда не надо. Вот, а я иду, меня направили налево к первому терминалу международному. Так, будем сейчас смотреть по указателям. Хостел терминал, Domestic. Так, Domestic мне не нужен. Domestic это местный. А мне нужен International. Сейчас будем искать. Манатки свои получила. Сумка. Так. Куда идти? Чикыш. Excuse me, first terminal. Встретила сотрудницу, спросила, где здесь первый терминал. Мне сказали двигаться по зеленой линии. Так, идем по зеленой линии, ищем первый терминал. Победа у нас. Так, а это я вообще в каком терминале? Это же уже стойки регистрации идут. Turkish Airlines, куда они регистрируются? Samsung, Istanbul, Gaziantep, это, я так поняла, Domestic, а мне надо International. Так что двигаюсь дальше. Вот, папа Ира немножко английскому научил. Я смогла у тети, у женщины-сотрудницы спросить, как пройти к первому терминалу международному. Вот, смотрите, указатель уже International Terminal 1. Супер, круто. Так, мне куда-то туда, короче.
Короче, сижу я тут на тележке уже целый час у своего выхода. Чувствую, что еще придется сидеть около часа, потому что приехала я за 4 часа 40 минут, а регистрация, не знаю, в каких-то авиакомпаниях за 2,5 часа начинается, в каких-то авиакомпаниях за 3 часа начинается. Поэтому обломилась я немножко с бизнес-залом. Не, ну я пойду, я просто планировала более продолжительное время там провести. Вот, но получится, что проведу сколько проведу. Очень постараюсь там снять для вас мукбанг, так что буду держать вас в курсе. Нам привезли вот такие коробишки, и мы, короче, должны вот в эту коробку смочь уложить свою ручную кладь. Если она помещается, то все окей. Если не помещается, то как за негабарит доплачиваем. Мы тогда доплачивали в компании Nordwinds, что-то порядка 5000 рублей доплачивали. Поэтому имейте в виду, когда авиакомпания указывает габариты ручной клади, они реально должны соответствовать этим габаритам. Иначе придется доплачивать. Я стою тут первая, я сижу уже тут 2 часа почти. Стою первая. Надеюсь, уже скоро откроют эти стойки регистрации. И я пойду наконец-таки что-нибудь поем. Такие у нас дела. Первая сижу в очереди. Сижу на своей тележке, потому что уже 2 часа здесь, короче, торчу. Сейчас придут сотрудники, буду проходить контроль. Поставила уже на весы сумку свою 10,4. Не знаю, посмотрим, что скажет. По ходу регистрация начинается... Ой, простите. По ходу регистрация начинается ровно за 2,5 часа. Потому что сейчас 12:07, а рейс наш в 14:40. Поэтому буквально еще 3 минутки, и я думаю, девчонки начнут нас регистрировать. Я первая. Сейчас зарегистрируюсь и пойду уже паспортный контроль проходить. Уродская компания «Победа». С каких это пор дамская сумочка стала у нас тоже ручной кладью? Ну, в смысле, что ее тоже надо измерять в боксе для ручной клади. Никогда такого не было. Только что вот я прилетела турецкой авиакомпании SunExpress. Ни хрена такого не проверяли. Короче, они меня там немножко заставили понервничать. Я думала выкидывать эти все печенья. А в итоге они полежали у меня в тележке. Я там их мяла как могла. Приминала. Паспорт нужен сейчас. Приминала как могла, короче, и этот. В итоге меня пропустили, а получилось, что сейчас вместо печенья родственникам привезу крошки от печенья. Ну, короче, дурдом называется. Я говорю, когда? А если ноутбук, говорю, тоже будете заставлять в этот лоток все вместе складывать? Она говорит, нет, ноутбук не учитывается. Я говорю, когда же эта дамская сумочка стала учитываться? Никогда испокон веков, сколько я летаю, не учитывалась в этих габаритах дамская сумочка. А тут она стала требовать, короче, чтобы дамская сумочка тоже вместе с моей ручной кладью влезала в коробочку. Хрень какая-то. Поэтому, что нам, когда мы в Турцию летели, Nordwind все мозги высосали. Ну, и все-таки развели нас на 5000 рублей. Что сейчас тоже мне все мозги высосали. Но развести не смогли, потому что если бы было бы что-то стоящее, конечно же, я бы заплатила. Но там печенье, блин, орешки, какие-то конфетки, шоколадки. И какой смысл мне переплачивать? Что надо? Что, друзья, я зашла в бизнес-зал по своей карточке Priority Pass. Сейчас посмотрим, чем здесь кормят. Короче, можно взять воду,
чаи, сок, кофе из кофемашины, фрукты, яблоки, апельсины. Смотрите, пакетики Кнор есть. Кабук чорба. Интересно. Так, что здесь есть? Печеньки. Типа семитов что-то такое. Кексы. В этом салоне обязательно носить маску до предела зоны отдыха. Хлеб. Салат. О, нутелла есть, кетчуп, бутерброды, гамбургеры какие-то. Здесь крема пейнир, сыры. Это пудинг, я так понимаю, салат. Что-то как-то не особо здесь кормят. А здесь только один бизнес-зал, да, не знаете? Ну, по-моему, да. Да? Весной было еще меньше. Да? Понятно. И напитков каких хочешь, сколько хочешь. Ну, собственно, все. Что-то как-то хочу вам сказать, что в России бизнес-залы намного более съедобные, скажем так. Здесь чисто так, перекусить. А в России можно прям супом основательно покушать. Там все, короче, по вкусноте. Ну, сейчас что-нибудь наберу, попробую мукбанг снять, посмотрим. Ну что, мы взлетаем. Уже прям на скорости едем. Сейчас будем отрываться от земли. В общем, эта говнокомпания мне все мозги высосала. Чтобы я еще раз когда-нибудь полетела этой компанией, никогда в жизни. Короче, они заставляют в маленькую коробушку засовывать и ручную кладь, и все, мы уже взлетели. И ручную кладь, и дамскую сумку заставляют засовывать в маленькую коробушку. Если, короче, не помещается, говорят, давайте 30 евро. Это на стойке регистрации такую сумму запросили. Я повытаскивала некоторые вещи, и у меня с горем пополам закрылась крышка их коробушечки маленькой. Коробка просто нереально маленькая. Так что вы думаете, когда я пришла на посадку, меня стали опять проверять. Но рядом со мной стояло двое мужчин и женщина, поэтому, к сожалению, мне пришлось выкинуть некоторые продукты. В любом случае, уже когда была посадка, запросили 60 евро. Поэтому проще было выкинуть продукты. Все остальное я помяла. Я не знаю, какой чимчи я привезу в итоге. Везу, короче, чимчи для родственников и друзей. Благодаря компании Победа. Вот. Дай бог, чтобы мы удачно приземлились. Все прошло гладко и хорошо во время полета. Вот. Большего от них, в принципе, ничего и не нужно. Но на будущее, если будет выбор, а выбор он всегда есть, между, например, Пегасусом и Победой, всегда буду отдавать свое предпочтение компании Пегасус. С ними вообще никаких проблем. Что мы в Турцию летели полгода тому назад, нам все мозги высосала именно российская компания. Что обратно я лечу в Россию, мне опять все мозги высосала именно российская компания. С турками вообще ни разу проблем не возникло. Такие дела. Короче, лечу. Сейчас немножко попробую подремать. Пожаловалась уже папе Раю. Вот, написала ему сообщение. Лечу теперь. Скоро буду в Москве. По салону собака бегает. Здесь такой потерянный, хозяина потерял. Чудик такой ищет хозяина. Заглядывает так. Умняга.
Вот, людям раздали бланки, кто не заполнял это на госуслугах заранее. И в самолете люди заполняют. Соответственно, это, я так понимаю, то же самое, что мы заполняли на госуслугах. Только у нас это бумажка в виде QR-кода, ну или на экране телефона в виде QR-кода, а у людей это просто анкета. Поэтому, если вдруг кто-то не заполнит, ничего страшного, в самолете выдают бланки. Единственное, что желательно при себе иметь ручку, потому что с ручками тут напряженка. В общем, люди вокруг заполняют эти бланки, а мне ничего заполнять не нужно, потому что я все заполнила на госуслугах. Ну, там проще, конечно, потому что ничего писать не нужно, вся информация подтягивается с госуслуг. Вот. И папа Ира мне распечатал на бумажном носителе, у меня теперь QR-код. Такие дела. Мы летим уже примерно час. Блин, чешутся брови, не могу. Лететь еще часа 2,5, наверное. Где-то так. Мы уже на посадку пошли. Вот такая вот ночная Москва. С высоты птичьего полета. Плохо видно. Но я сижу не у окна. Немножко задерживаемся, уже 21 минута, в 20 минут должны были сесть, но пока еще в облаках летаем. Вот. Нам выключили свет, включили подсветку. Такая красота. Скоро приземлимся. Холодрыгу. И буду искать, где сдать ПЦР-тест. Такие дела у меня. А еще нюанс. Я, короче, готовилась к полету. Взяла сим-карты у Олега, которые с купленным пакетом интернета. Вот. Свою сим-карту хотела взять. В итоге я этот телефон оставила Алексею. А с собой взяла другой телефон, в котором только турецкая сим-карта. Вся надежда на то, что я найду где-нибудь Wi-Fi и свяжусь. Меня должна встречать соседка, должна привезти мне куртку. Вот. И не знаю, надеюсь, что получится с ней связаться. Она, в принципе, недалеко находится, в Московском сидит у подружки, ждет моего звонка или там смс-ки. Попробую подключиться к бесплатному Wi-Fi во Внуково. О, мы уже прям садимся. Вот, попробую подключиться к бесплатному Wi-Fi во Внуково и написать ей хотя бы в WhatsApp сообщение. Но мне это нужно будет сделать после того, как я сдам ПЦР-тест. Такие у меня дела. Ура, друзья! Нас трясет сильно. Мы только что приземлились. Полгода почти меня не было в Москве. Чуть-чуть меня прям ностальгия накрывает. Прям хочется остаться тут на подольше. Класс. Все, я счастлива.